В этом видео я вам расскажу, как вы можете увеличить свою прибыль с помощью журнала трейдера. Большинство трейдеров даже не пытаются систематизировать свои знания. Я вижу довольно большое количество трейдеров, которые прошли либо платное, либо какое-то бесплатное обучение. У них есть общее представление, что и как нужно торговать. Они получили большой объем информации и сразу же открывают торговый терминал и начинают совершать сделки. В этом потоке сделок они совершают огромное количество ошибок, которые они могут проанализировать и не знают, на чем сделать акцент. Потому что все ситуации очень тяжело запомнить. В этом нам и помогает журнал трейдера. Итак, как выглядит мой торговый журнал? Давайте рассмотрим первую сделку. У меня есть первая колонка. Сюда заполняется дата, да, я выбираю торговую пару. Вы сюда можете забить любые торговые пары, которые вы торгуете. Потом я выбираю направление движения сделки. Также выбираю сессию, какую сессию у меня совершается сделка. Потом у меня есть сетап. У меня есть несколько сетапов, которые я торгую. Если помечаю сетап. Я сначала расскажу, как у меня состоится таблица, а потом я расскажу, как я это делаю для анализа своего. Это у меня тип движения на старшем таймфрейме. Это у меня реверсал, это у меня order flow, либо я в рейнже нахожусь. Дальше я выбираю таймфрейм, на котором я вхожу. Потом у меня вход по лимитному ордеру, либо маркетам. Ну, время вы тоже можете выбрать для себя. Вы можете какие-то другие таймфреймы настроить, если вам удобно будет. Также у меня тут есть еще причины, факторы для входа. Также есть статус сделки. Это стоп, безубыток и фейк. Потом есть мой депозит, результат количества риск-реварда и от моего депозита процент, на который я входил в сделку. То есть у меня депозит $25 000, входила на 0,5 риска, риск-ревард был 3,4. Тут уже встроена формула, которая посчитала, что я заработал $425. А далее у меня есть колонки результат без убытка и потенциальный результат без убытка. Чуть попозже расскажу, для чего это. Еще есть колонка эмоций. Что я вообще делаю обычно, когда у меня начинается новая сделка? Когда я начинаю делать новую сделку, я пишу, например, 31, и сначала я ввожу пару. Сначала я ввожу пару, например, евро-доллар, и сразу же я перехожу потом к эмоциям, либо к ошибкам. Например, у меня эмоция FOMO. А я по себе, по своему эмоциональному состоянию, я замечаю, что я, например, какую-то сделку упустил, у меня, получается, есть чувство недозаработанной прибыли, и я на этих эмоциях могу залететь, открыть какую-то сделку. Я хочу все эти эмоции отследить, я хочу каждую эмоцию отслеживать и понимать, какая эмоция для меня нейтральна, а на каких эмоциях я больше спотыкаюсь. И чуть-чуть попозже еще покажу в аналитике, как я это применяю, чтобы со всем с этим можно было работать. Например, я понимаю, что у меня сделка вот например, на жадности, либо на FOMO, чтобы я понимал. Я сейчас сразу ставлю галочку, а потом уже захожу заполнять таблицу. Если мы вернемся к первой сделке, вот когда она у меня была заполнена, мы можем нажать вот на такую ячейку. Так? А здесь у нас будут все комментарии по сделке. Вот здесь, если я нажму, я могу ввести еще какой-то комментарий на сделке. Здесь у меня есть скриншот. И вот у меня есть скриншот для часового, для 15-минутного таймфрейма. Это до трейда. А тут еще есть после трейда, когда он уже закончился, я могу вписать свой таймфрейм и вставить дополнительные скриншоты. Если я нажму 2 раза просто на скриншот, он у меня увеличивается, чтобы я мог посмотреть сделку. То, в принципе, удобно, чтобы я мог потом проанализировать. Поговорим сейчас о безубытке. Так как я торгую разные сетапы, я бывает что-то вношу новое, у меня бывают закрываются сделки по безубытку. Поэтому мне безубыток, например, тот же нужно тестировать на каждом сетапе отдельно. У меня, например, есть сетап 4. У меня есть по нему безубыток. У меня есть результат минус 0,8 РР. Стандартно, если бы это был стоп, я бы закрылся в минус 1 РР. А так я закрылся всего лишь на минус 0,8. Тем самым у меня был риск 0,5%. Тут могло быть $125. Потеря моя, но я потерял всего лишь $100. Что я понял далее? Когда вот я пару раз закрываюсь без убыток, и я вижу, что я сэкономил, грубо говоря, я потратил всего лишь $50 и не потерял $125, так? У меня сразу же формируется паттерн, что типа я делаю правильно. И я очень часто начинаю закрываться в безубыток, думая, что я совершаю правильное действие. И поэтому мне нужно фиксировать это, чтобы у меня вот это вот неверное движение, чтобы я не пребывал в этой иллюзии. Поэтому у меня есть колонка. К чему приводит мой безубыток? Я считаю, мой безубыток приводит меня к тому, что я проиграю, или мой безубыток приведет меня к тому, что я выиграю, чтобы я мог потом это сравнить. И также я еще хочу посчитать, потому что у меня может быть 15 безубытков, которые меня приведут к проигрышу, но также у меня может быть, например,
6 безубытков, которые меня приведут к выигрышной сделке. И также по ним потом я считаю потенциальную прибыль, которую я мог бы забрать. И, например, тут я считаю, что у меня минус 1 РР мог быть, так? Но в потенциальной прибыли, допустим, вот у меня PE-win, например, я бы мог заработать 5 РР. И потом, когда я суммирую все сделки, я понимаю, например, по сетапу номер 4, нужно ли мне переводиться в безубыток, насколько это влияет на дистанции на меня. Вот я, например, совершаю 100 сделок, я понимаю, что по сетапу 4 на таком-то таймфрейме, на такой-то валютной паре в безубыток мне переводиться невыгодно, потому что даже если у меня будет 15 сделок по стопу, которые я мог сократить якобы свой стоп и потратить меньше денег на него, но потенциал, который я выигрываю, он перекрывает все, и я больше зарабатываю. Сейчас я вам покажу, вы дальше поймете, как это работает. Дальше вот я, например, перехожу, у меня есть дашборды. Прежде чем мы продолжим, я хочу вам рассказать о нашем телеграм-канале. В нем вы увидите ежедневные обзоры рынка. Получите различные обучающие материалы, фишки и лайфхаки. Каждый день мы публикуем идеи для входа в сделки. Узнаете самые последние и актуальные новости рынка. Мы разбираем наши сделки и подробно объясняем причины входа. Подписывайтесь на наш канал, ссылка в описании. Я смотрю по сессиям, в какую сессию мне выгоднее торговать. Что я вижу? У меня вот в Лондон было совершено 14 трейдов. 8 из 14 трейдов были прибыльные. Я понимаю, что в Лондоне, и прибыль в Лондоне, которую я заработал, у меня $2237 получается, то есть результат 11 РР. Я понимаю, что именно в это время у меня лучший результат получается, так? То есть я делаю разрез по каждой сессии, чтобы понять, в какую сессию мне лучше торговать, в какую сессию мне хуже торговать. Потому что, возможно, я устаю после обеда, и мне уже хочется позаниматься другими делами. Либо, возможно, кто-то любит побольше поспать, и ему Франкфурт либо Лондон торговать рано. И нужно смотреть это, фиксировать по эмоциональному состоянию, чтобы у тебя были данные, чтобы ты понимал, в какое время у тебя лучше идет отработка. Вот эта табличка специально сделана и для этого. И тем самым, когда я понимаю, что мне лучше всего торговать в Лондон, а, например, я вот в ланч-тайм, у меня очень много стопов, и это для меня, минусовое. Я просто понимаю, что в ланч больше я торговать не буду. И тем самым у меня вот этих сделок не будет, и у меня останутся только прибыльные сделки, и я заработаю больше денег. Далее я смотрю, на каком таймфрейме у меня более лучший вин-рейт, и на каком таймфрейме я совершаю больше ошибок. Вот я, например, вижу на таймфрейме 5 минут, у меня 11 положительных сделок, 5 стопов, 5 без убытков. В принципе, меня устраивает. Например, на 1 минутке у вас будет больше стопов, и вы уже понимаете, что вам 1 минутку нужно исключать, что вам не нужно торговать на этом таймфрейме. Потому что просто исключив 1 минутку, у вас будет больше прибыли. И вы, например, торгуете на своем таймфрейме, вот как я, например, на 5 минутах больше торгую. На другие таймфреймы я не спускаюсь. У каждого может быть по-разному. Дальше я смотрю разрез из сетапов, чтобы понять, что у меня лучше работает, какой у меня сетап лучше работает. И тут я понимаю, что, например, сетап 4 мне принес больше прибыли. А, например, по сетапу 1 у меня вопросы. Сетап 1, он может неверный, может я как-то неправильно его использую, и он меня минусует. Соответственно, если я, например, уберу первый сетап, а оставлю только сетап 4, то я, соответственно, буду больше зарабатывать. И это помогает мне в аналитике. Почему это еще важно делать? Потому что мы очень часто волнуемся. Почему я говорил, что торговый журнал, он избавляет вас от психологических проблем. Смотрите, когда вы сначала открываете сделку, вы не уверены в своем сетапе, вы не понимаете, какая у него статистика. Но тут я понимаю, что у сетапа 4 винрейт 60%. И теперь, когда я буду открывать сделку, и это у меня будет сделка открыта по сетапу 4, я буду меньше волноваться, потому что я понимаю, что у него винрейт 60%, что я его открыл именно на паре евро-доллар, а на паре евро-доллар у него винрейт 60%. И у меня уже нет никаких эмоций. Я не накручиваюсь, я не волнуюсь. Тем самым я убираю весь эмоциональный фон. Я понимаю, что у меня есть конкретный винрейт по этому сетапу. Также у нас есть аналитика по типу позиции. Где мне лучше торговать, что у меня лучше получается, что у меня хуже получается. Моя цель это просто оставить то, что у меня получается лучше, и убрать то, что у меня получается хуже. Тип позиции, лонг или шорт. Бывают очень многие трейдеры, которые, например, могут хорошо торговать в лонг, а шорты у них не идут.
Ну и ты просто понимаешь, что не идут у тебя шорты, просто не торгуй шорты. Зачем тебе нужны эти минуса? Просто оставь. Тебе нравится торговать лонги, тебе психологически их удобнее торговать, ты их лучше видишь на графике, торгуй лонги. Дальше, что мы говорим о парах? У нас есть различные пары. Мы смотрим, какая пара нам приносит больше прибыли. Потому что, возможно, например, на фунте я сливаю больше денег, на евро я больше зарабатываю. Когда я торгую биток, у меня не получается. И вот нужно это определить, нужно понять. Потому что каждая пара — это отдельный инструмент. Этот отдельный инструмент, он ведет себя по-разному. У вас каждый сетап может по-разному отрабатывать на разной паре, и вам нужно понять, что у вас лучше работает, где у вас больше безубытков, где у вас больше стопов. Вам нужно все это отсортировать и убрать все лишнее, оставить только самое прибыльное. Когда вы оставите только все самое прибыльное, то вы будете больше зарабатывать. Вот это у меня все сделано, чтобы я видел полную аналитику. Ну, также по типу входа, что у меня лучше работает, маркет либо лимитка. Я просто работаю больше маркетом, но вы можете тоже провести эту аналитику. Вам нужны эти данные. Результат без убытка, то, о чем я говорил. Внизу подписывается вся сумма, например, 2 винрейта, 7 этих. Я понимаю, что потенциальный 6,5 минус. Я вижу, что в сумме если у меня было, грубо говоря, всего 9 без убытков, 7, которые меня привели к убытку, а 2 меня привели к профиту. На этих двух потенциале я бы заработал больше. Я задаюсь вопросом, а стоит ли мне реально переводиться в безубыток? Потому что когда вы не ведете эти подсчеты, и когда у вас раз, два, три сработает безубыток в плюс, и вы понимаете, что это вам помогло, у вас этот паттерн поведения, он запоминается сразу же. Но так как вы совершаете много разных сделок, у вас все уже забывается. Вы же, скорее всего, даже не помните, что вы делали на прошлой неделе. Оно все забывается, оно все перемешивается, и вы можете сами совершать ошибки, не осознавая это. А именно вот такая аналитика, она вам помогает. И потом по эмоциям. Например, я понимаю, что фома на меня сильно не вредит, так? Но, например, другие эмоции, вот, например, чужое мнение. Я подвергаюсь чужому мнению, и я все время заливаюсь в минус. Значит, я понимаю, что мне нужно отключать Telegram, отключать Discord и не слушать чужое мнение, потому что я этому подвержен. Я хочу этот фактор убрать. Либо перед тем, как я захожу в сделку, я понимаю, что так, скорее всего, этот контекст мне навязало чужое мнение. Я задамся еще раз вопросом, как думаю я, совпадало ли оно изначально с моим мнением, пока я не открыл какие-то чаты, пока я не полистал интернет. Я задумываюсь, заходить ли мне эту сделку, либо не заходить мне эту сделку. Потому что на дистанции, видите, я вижу, что я минусовой. Так если я на дистанции применяю такой же паттерн движения минусовой, зачем мне его повторять? И вот когда, я еще раз говорю, когда мы это все исключаем, когда мы делаем подробную аналитику, только тогда мы можем понять, что у нас работает, что у нас не работает. Мы можем вывести статистику, а когда у нас есть статистика, у нас уже нет эмоций. Мы просто логически понимаем. Вы же понимаете, что если у нас вин-рейт 60%, и мы видим на дистанции своими глазами, что мы прибыльны, а вы перестаете нервничать. Вас ничего не волнует, вы не будете смотреть на графики и волноваться. Если раньше вы сидите, смотрите, вы не понимаете, там цена что-то дергается, вы не понимаете, что происходит, но тут вы конкретно видите, что евро-доллар, 5 минут, этап номер 4, винрейт 60%. По нему в прошлом месяце я заработал столько, потом в предыдущем месяце был винрейт 50%, я заработал столько. Ты уже не волнуешься, ты понимаешь, что у тебя есть математика. И у тебя не будет никаких волнений, потому что у тебя есть конкретное ожидание. Потому что если бы я этого не видел, то я бы волновался, я бы переживал. А что происходит? А не так. И зачем, грубо говоря, себя грузить, когда мы можем с помощью простой статистики убрать все ненужное. Поэтому, если вы хотите получить этот торговый журнал и использовать мой торговый журнал, возможно, он вам понравится, либо на базе моего дополнить и сделать что-то свое, ссылка будет в описании, переходите и забирайте торговый журнал. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал, на наш YouTube-канал. Напишите мне комментарий под это видео, как вам вообще понравилось, не понравилось, насколько было полезно. Оставьте свои комментарии, которые я просил в самом начале, чтобы понимать вообще, стабильный вы трейдер, или вы только начинаете, вы новичок. Для меня это важно, мне хочется видеть вашу обратную связь, ну и чем вы больше и более активны, тем больше буду я стараться полезного контента снимать специально для вас. Так что всем спасибо, подписывайтесь, ставьте лайки и всем хорошего дня.